Всем привет! Сегодня приготовим быстрый и вкусный суп всего за 30 минут. Рецепт очень простой, а все ингредиенты готовятся в одной кастрюле, что делает процесс удобным и быстрым. Нарезаем небольшими кусками свиную грудинку. Ее понадобится примерно 200-300 грамм. Вместо грудинки можно использовать любое готовое мясо или колбасу. В кастрюлю, в которой будем варить суп, наливаем растительное масло. Кладем нарезанную грудинку. Немного ее обжариваем. Это придаст мясу дополнительный вкус. Одну луковицу нарезаем кубиками. Лук добавляем в кастрюлю. Перемешиваем и еще немного обжариваем с грудинкой. Одну морковь трем на крупной терке. Ее тоже добавляем в кастрюлю. Обжариваем 1-2 минуты. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Опять перемешиваем, продолжая процесс приготовления. Насыпаем 1 чайную ложку хмели сунели, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и добавляем 2 столовых ложки томатной пасты. Все перемешиваем и немного обжариваем, чтобы раскрылся вкус приправ. В кастрюлю наливаем примерно 2 литра кипятка. Вода обязательно должна быть горячая, чтобы не прерывать процесс приготовления. Перемешиваем. Одну картофелину трем на терке для пюре или на самой мелкой терке. Добавляем ее в кастрюлю. Тертый картофель сделает суп более густым и наваристым. Остальные 400 грамм картошки нарезаем небольшими кусочками. Картофель тоже кладем в кастрюлю. Примерно 200 грамм капусты мелко шинкуем ножом. Капусту еще немного измельчаем, чтобы она быстрее приготовилась. Капусту солим и обминаем руками. Добавляем в суп. На этом этапе смотрим на консистенцию супа. Если хотите приготовить более жидкий суп, то налейте еще больше горячей воды. Варим суп примерно 10-15 минут до готовности картофеля. В конце приготовления все солим примерно половиной столовой ложки соли. Добавляем 2 лавровых листа и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Нарезаем пучок петрушки. Зелень добавляем в суп в самом конце приготовления. Все перемешиваем и снимаем с огня. Суп готов. Разливаем его по тарелкам и сразу подаем на стол, пока он горячий и ароматный. Суп получился очень вкусным, насыщенным и наваристым. Благодаря картофелю он приобретает приятную густоту, а специи и другие ингредиенты делают вкус богатым и сбалансированным. Готовится он максимально просто и быстро, так что справится даже начинающий кулинар. Обязательно попробуйте приготовить этот суп. Он точно вам понравится и станет одним из любимых блюд в вашем меню. Приятного аппетита! Также у меня на канале есть и другие варианты супов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим очень вкусный суп с плавленным сыром. Этот рецепт отлично подойдет, когда нет времени на готовку. Приготовление максимально простое и быстрое. Одну луковицу нарезаем кубиками.
Берем 3-литровую кастрюлю и ставим ее на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости, периодически перемешивая. Одну морковь трем на мелкой терке. Лук немного подзолотился, кладем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще примерно 1-2 минуты. 3-4 картошки нарезаем кубиками. Всего для супа понадобится 400 грамм картофеля. Сюда же в кастрюлю к пассерованным овощам кладем нарезанный картофель. Наливаем 2 литра воды. Все перемешиваем и варим овощи после закипания воды на небольшом огне примерно 10 минут. Пока варится картофель, 2 плавленных сырка нарезаем кубиками. Всего понадобится 150 грамм сыра. Картофель сварился. Добавляем в суп плавленый сыр. Все перемешиваем до полного растворения сыра. Для супа желательно выбрать качественный сыр, чтобы он растворялся, а не остался комочками. В конце варки в суп добавляем 50 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем. В суп кладем 1 лавровый лист. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. После добавления вермишели и специй ждем, пока суп закипит. Пучок петрушки измельчаем ножом. Подготовленную петрушку добавляем в суп в самом конце. Все перемешиваем и снимаем с огня. Для такого супа отлично подходят сухарики. 2 ломтика хлеба нарезаем кубиками. Подготовленный хлеб кладем на сковороду. Обжариваем сухарики до золотистого цвета, периодически перемешивая. Сухарики готовы. Суп наливаем в тарелку. Главным ингредиентом являются плавленые сырки, которые придают ему кремовую консистенцию и насыщенный вкус. Овощи придают супу более насыщенный вкус и обогащают его питательными веществами. Этот суп сочетает в себе бархатистую нежность плавленного сыра с хрустящими сухариками. По желанию такой суп можно приготовить без добавления вермишели. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно, быстро и просто. Третьим приготовим грибной суп-пюре. Если вам надоели уже обычные супы, то обязательно приготовьте такой легкий и ароматный грибной суп. Готовится он очень просто и быстро. Сначала подготовим ингредиенты. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь сначала разрезаем вдоль на 4 части, а затем нарезаем четверть кружочками. 400 грамм уже очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К подзолотившемуся луку добавляем подготовленную морковь. Пассируем еще несколько минут до мягкости морковки. Приготовленную пассировку перекладываем в 4-литровую кастрюлю, в которой будем варить суп. Сюда же кладем нарезанный картофель.
Все заливаем 1,5 литрами воды или бульона. Все ставим на огонь и варим после закипания на маленьком огне около 20 минут, до готовности овощей. Пока варятся овощи, подготовим грибы. 300 грамм промытых шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы кладем на сухую раскаленную сковороду. Жарим грибы на самом большом огне до испарения всей жидкости. Овощи уже сварились. Снимаем их с огня и пюрируем погружным блендером. Кастрюлю опять ставим на огонь. В пюре кладем подготовленные грибы. Сюда же наливаем 150 мл сливок жирностью 10%. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки и щепотку молотого мускатного ореха, черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения и кипятим на маленьком огне еще 1-2 минуты. Готовый суп снимаем с огня. При подаче суп посыпаем зеленью, я посыпала зеленым луком. Суп можно подавать с хлебом или сухариками. Грибной суп получился очень вкусным и ароматным. Приготовить его не составит особого труда. Обязательно приготовьте такой суп, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравились такие рецепты приготовления супов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.